Зараз до нас приїхав бразилець з Убатуби, він вчитель російської мови. Поспілкуємося з ним, цікаво, що він нам розкаже. Дякую за перегляд. Ставьте подобайки. Тиана, привіт! Привет, как дела? Все хорошо? 4 года живешь в России. Водка и столько было. Я работал там в России как учителем английского языка с детьми. И из-за этого много опыта и ситуации позволили, чтобы я выучил язык. Это с детства у меня была мечта выучить язык. И этот опыт, был этот путь для этого. Везде, где я ходил, люди всегда были очень любопытными, знать, почему я из Бразилии приехал в Россию, но всегда это в очень хорошем смысле. Хотя, конечно, в начале, если ты заходишь там в метро или в заведение, люди могут сначала быть очень такой серьезными, да? Но как они узнают, что ты бразилец, ты из Бразилии, и потом они спрашивают о пляже, о футболе, и я думаю, что наш способ бразильца, как себя представить, это мне очень интересно. Хотя жизнь очень простая здесь, мы так рассказываем это обычно с хорошим юмором, и это, знаешь, дает хорошее впечатление. Я работал в этом детском саду в России, да, и начало конфликта, войны, было момент такой, знаешь, неудобный из-за того, что в Бразилии исторически, то есть мы всегда откроем новостей, и там началась война в Ближнем Востоке, началась война где-то там в Африке, началась война там где-то там возле... Короче, тоже когда в 2014 году там была ситуация с Крымой, да, у вас, Украины, да, мы это всегда видели издалека. А в этот раз я работал в одном месте, где одна коллега, у них родители жили в Донецке, и она боялась, что могут взять родители там отца в армию. Они украинцы, там жили всегда, и она была в России, да. То есть я вижу, что люди в моей работе плачут из-за страха войны, то есть война тронула меня. И это ощущение, которое как будто призрак из фильма ужаса находится в твоей комнате. Из-за этого я решил, что мне нужно было уезжать. После года школы, где работал, один учитель, он заболел, им было нужно очень срочно там учить. Мне очень не нравится, когда у меня есть один проект, план, и из-за каких-то там обстоятельств ситуация меня заставляет выйти или покинуть. Это мне некомфортно в осознанности. Поэтому я решил возвращаться, быть там еще 1 год, и потом я самостоятельно решил, уже мне достаточно здесь, я хочу вернуться в Бразилию и работать самостоятельно. Но опыт там, живя в России, было для моей жизни изменилось в очень хорошем плане, да. После войны, я думаю, после начала, конфликта, было очень странно, там, особенно летом 2023 года, как я понимаю, была очень большая активность от стороны украинской армии внутри России, там как противодействие. И это было как-то более страшный момент, потому что там дроны вылетают в Москве или в окружении города. И для меня это было странно, что ты живешь в одном городе, и конфликт происходит, и дроны сюда прилетают, это было как-то очень странно и некомфортно. Да. В 2019 году я жил там 3 месяца в Москве, нашел одну работу, и мне было нужно сделать визу, документы, чтобы вернуться в Россию и там работать официально. Для этого я поехал в Украину на автобусе, очень комфортно, 15 часов. Мне пришлось жить в Киеве месяц, было очень приятное ощущение, очень красивый город. Я там работал очень мало, как учитель тоже частный. Я жил в одном хостеле, там познакомился с многими иностранцами тоже в этом месте. Был замечательный опыт, да? Надеюсь, когда-нибудь мне будет возможно заново посетить. Я был в гости в этот каучсерфинг в квартире одной семьи. Женщина, которая работает там возле входа из здания, этот консьерж, да. Это было очень простое здание в район Поздняки, ты знаешь, там, очень простой район. Она сказала этой женщине, что один бразилец придет тут жить на какое-то время, да. Короче, я пришел, никому не сказал, кто я был. Я просто с рюкзаком
И вот приезжаю, и эта женщина, она сразу понимает, что я бразилец. О, ты есть, наверное, бразилец, тебе нужно на этом этаже, в этой квартире. И каждый день, когда я заходил или выходил из здания, она всегда говорила: привет, как дела? То есть очень сильно пыталась разговаривать, хотя жила в очень как-то простом месте и в очень простом положении, но отношение было очень теплое, знаешь, очень теплое. В Бразилии я могу так сказать точно, что первый, да, информации у нас очень мало, потому что всегда информация, которая предоставляется нам, чуть позже, как, например, там западные или украинские СМИ передали, тогда после этого к нам придет. Задержка, да. И внутри Бразилии самой, из-за того, что в Бразилии, это очень важная тема, некоторые люди поддерживают суверенитет Бразилии, как будто Бразилия должна быть более независима, а есть люди, которые считают, что Бразилия должна быть более как-то по-дружески, например, с США. США всегда очень имела большое влияние здесь, да? Из-за того, что кто-то хочет это партнерство, и кто-то не хочет, тоже люди решают, что США поддерживает, что США не поддерживает. И поэтому, когда, например, ты видишь, что какой-то там западный СМИ поддерживает, например, сторону Украины, тоже есть бразильцы, которые понимают, но если сам американцы поддерживают, то, наверное, я должен поддерживать другую сторону, да? И поэтому в Бразилии с начала конфликта много людей, которые начали больше говорить в поддержку этой стороне, и тоже те, которые поддерживают другой стороне. Но это всегда информация на обеих сторонах. Очень неглубоко, очень мало понимания. Это не изучение фактов, что происходит, а просто мы так сказали, озвучать, что это справедливо, так что я буду здесь, знаешь. Если вы заходите в Инстаграм, если хорошо искать, вы найдете людей, инстаграмеров, которые публикуют посты из стороны российской и украинской. Самое интересное, что эти люди, они пишут друг друга в Инстаграм, в комментарии. О, я скоро тебя найду здесь, знаешь. И ты будешь спать. Короче, такие комментарии. Ну, то есть, как будто играя, но играя с очень, большой проблемой, да. Не помню никакой войне, когда страдали люди, которые имели отношение к этому. Некоторые люди, которые по свидетельствам, они участвовали в СС, в нацистской стороне. А некоторые из них по факту эмигрировали в Южной Америке, Бразилии, Аргентине. И есть рассказы очень интересные о том, что особенно в Аргентине нацисты приезжали в Аргентину и рассказывают, что расседка еврейская отправила военных в Аргентину, чтобы их забрать. Но Аргентина об этом не узнала. Именно их поймать, как-то отправить в Израиль, чтобы судить, да. В какое-то время тут жил в Бразилии Менгеле, врач, нацист, который, как рассказывает, он очень очень много ужасных дел там делал, когда он был в Германии во время войны. Он приезжал в Южную Америку, и очень странно, он жил в одном городе, в штате Риу-Гранди-ду-Сул, на юге, он потом оттуда уехал. Но знаешь, что интересно? В этом городе больше всего близнецов. Я видел в одном сайте, можешь гуглировать, проверять, не знаю, что там от каждых 10 человек 8 близнецы. А там жил Менгеле. Странно, очень странно. Но из моих друзей я не знаю ни одного человека в Бразилии, который относится негативно. Почему? Потому что, знаешь, в Бразилии есть одна фраза, не знаю, если ты знаешь, Алексей, эта фраза читается так: «У Бразил é coração de mãe». В сердце матери всегда можно еще одного добавлять. В Бразилии нет такого ощущения в обществе, что он заберет мою работу. Люди думают, всегда мы будем найти чего-то, что он может заниматься, чем он может заниматься, и это никак не будет испортить мою жизнь. Как-то он может добавить, чтобы это было еще лучше. Я не знаю, я не видел ни одного случая, когда бразильцы относились так, чтобы хотели, чтобы иммигранты ушли. Всегда в Бразилии либо государство, либо народы всегда были очень поддерживающими. И это, я думаю, очень большой, знаешь, плюс нашего народа, по моему мнению.
Бразилия это была колония очень долго. Ты должен понимать, что в Бразилии во всей истории все изменения либо от империи в республику, от этого вида республика в этом, всегда изменение не было сделано народом. Это всегда какая-то там политическая класса решила, что надо было менять. И максимум, что случилось, это кто-то из элита пытался использовать мнение как будто протеста народа, как вот сигнал, вот народ хочет. Но всегда это было не желание народа, а просто желание кого-то вверх. Да? Система всегда не будет на твоей стороне. Люди всегда выучили в школе, что из-за того, что мы были колония, что всегда колонизаторы, Португалия или Европа, там всегда качество жизни будет лучше. Вопрос безопасности, да, вот это большая проблема в Бразилии. То есть это, знаешь, много понимания, что общество, твой район, твой город, твоя школа, твоя будущая работа, ты не будешь подниматься по жизни. Первая идея, которая у тебя есть в голове, как это исправить, ну, я куда-то поеду. Да? Но часто очень много бразильцев уезжают не из-за того, что они знают, что там будет реально хорошо. Но кто-то там рассказывает, о, в США так круто жить. И он думает, ну, тогда я туда поеду. Не знаю точно, как это будет, как оформлять визу, как это опасно, если не опасно, не знаю. Но как раз я считаю, что это тоже очень опасная идея, потому что ты поведешь в место, где ты не знаешь языка. Но это, я думаю, может скоро измениться, потому что, по моему мнению, когда ты смотришь, везде какой-то там хаос начинается. И Бразилия, хотя у нас есть свои проблемы, как будто нормально. Ганги, мы уже их понимаем. Погода у нас нет землетрясения, нет вулкана, нет урагана, да? Везде, где ты ходишь, природа очень богата. Деньги не так много, но из-за того, что погода, климат не такой жесткий, выживать нормально. И ты думаешь, ну все сюда хотят, почему я хочу туда, да? Я думаю, со временем бразильцы будут, наверное, больше иметь желание оставаться, потому что весь мир показывает, что все хотят сюда. То есть нелогично, почему же я хочу выходить, да? 100%. Например, вот сейчас, что я могу передать о том, то есть взгляд до моей культуры, да? Ты только знаешь свою культуру, когда ты выходишь с твоей культуры. Потому что у тебя есть внешний взгляд. Так же здесь. Я только могу, я думаю, лучше объяснить мою культуру вам, потому что в какой-то момент я выходил и мог с другой перспективы смотреть. Обычно ощущение страха придет, когда у тебя мало желания или мало реально воли что-то делать. И это страх у бразильцев, это больше страх, что можешь что-нибудь потерять. Когда тебе нужно на работу идти, тебе нужно делать этого ради твоей семьи, тебе нужно двигаться. Если тебе нужно двигаться, то ты понимаешь, что единственное, что может быть сделано, это просто знать, как хорошо себя вести здесь, чтобы ты не был легкой целью. Если ты понимаешь правила, если ты нашел там рутину, которая не опасна, ты с этим привыкнешь. Ты просто и знаешь, что там опасно, знаешь, что там какие-то там ганги ходят, но у тебя образ жизни, который не устроит им угрозу. Бразилия, не все штаты. Сейчас есть штаты, где этот вид атака, нападения, бывает очень нелогичен. Это не просто то, что у них есть торговля там наркоса, а сейчас уже есть ганги, которые, например, они просто заставляют тебя покинуть своего дома, например. Да? Это другая тема. Но в большинстве это человек, который занимается наркотиком. Он думает, что он просто имеет свой бизнес, он продает там наркотиков на этой улице. Если не будешь полиция об этом говорить, у тебя есть своя работа, ты просто проходишь мимо, зачем ему начать с тобой конфликт? У тебя есть своя жизнь, у него своя, да? Я уже работал в одном месте, в одном пляже, где многие люди, знаешь, на пенсии там работали тоже, либо продавали там какой-то там едой, занимались там экскурсией там, на лодке. Эти люди раньше, они имели, кто-то там работал полицейским, там элитом, он там бывал, там, не знаю, кого-то в своей работе.
Другой человек, он был драглордом, он занимается наркотиками. Они работали вместе, они знали прошлого друг друга, но при этом, ну сейчас я не в дело, ты не в дело, у нас другие дела. Если ты не тронешь меня, ты уже тебя не тронул. Все, новая жизнь как будто. Это реально как американские фильмы. Вот тот человек, он убил 100, он убил 200, они ходят в тот же район, они себя ненавидят. О, как будто вышли на пенсию. Сейчас мы встретимся на улице, мы еще ненавидим друг друга, но ты останешься здесь, я останусь там, и эта энергия просто продолжается без никаких там атак. Дякую, це було коротеньке інтерв'ю з нашим новим другом Лусіано. Лусіано живе в Убатубі, і ми живемо в Парачі, тут дуже близько, десь приблизно 1 годину їхати. І він завітав до нас у Парачі познайомитися з ком'юніті. У нас тут багато українців, багато також є ще інших експатів, які проживають в місті Парачі. І ось так от ми зустрілися і задали йому декілька питань. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і попереду дуже цікавий контент про життя експатів і українців, в тому числі у Бразилії, і про життя бразильців. Щасливо! Дякую за перегляд. Ставте подобайки. Вот фото, а почему вот эту сторону? Tá gravando, meu? Aí tá gravando já. Gravando já.